Сегодня у нас в программе лучший сифуд-ресторан «Галисийский осьминог», карпаччо из дорадо, аргентинскую креветку. А мастер-класс «Как есть устрицы» не переключайтесь. Киев уже давно может претендовать на звание гастростолицы Европы. В большом мегаполисе сосредоточены практически все кухни мира. Но особое место отыгрывает средиземноморская кухня с отличными сифуд-ресторанами, рыбными ресторанами. Это «Визит Киев». Меня зовут Антон Тараненко. Поехали! Наше первое место – это рыбный базар. И первым у нас карпаччо из дорадо. Вы посмотрите только, в каком формате ее приносят. Настоящая дорадка с реально головой, которая ест мой салат. И здесь карпаччо из дорадо в соусе вместе с ореховой стружкой. Давайте же пробовать. Ребята, сочетание лимончика, соевого соуса со свежайшей рыбой. Это очень круто. Вау! Это тот самый осьминог, ребята, о котором говорит весь Киев. И я вам расскажу, почему осьминог в этом ресторане такой необыкновенный. С давних времен Галисия славилась своими морскими деликатесами. Регион Испании между Азией и Европой. Именно там обитают невероятные осьминоги. Они живут на очень-очень большой глубине. Сегодня у нас это блюдо – галисийский осьминог. Говорят, что именно эти осьминоги самые вкусные. А почему? Все потому, что они обитают на самом глубоководном дне. Как же вкусно, ребята! Они намного больше, жирнее и от этого вкуснее. И знаете, говорят, что камней много, а бриллиант один. Вот поверьте, галисийский осьминог – это большой средиземноморный глубоководный бриллиант. Подведем итоги. Рыбный базар. Расположение. Находится в центре города, на улице Владимирская, 24А. Интерьер сдержанный, приятный и располагающий. Сервис достаточно высокого качества. Официанты в стиле морской тематики. Ожидание блюд в среднем 20-25 минут. Подача эксклюзивная, неординарная и какая-то вот очень своя. Ценообразование где-то средний плюс. Средний чек 15-20 евро на человека. Специальные предложения. Минус 20% именинникам, а также бокал игристого на завтрак в выходные дни. Наши рекомендации. Советуем вам обязательно попробовать здесь осьминога. Он просто превосходный. Советуем обратить внимание на завтраки по будням. Здесь настоящие французские круассаны. Бон аппетит! На улице Дмитриевская, 39 находится рай для любителей устриц. Но найти его не так-то просто. За мной. Запоминаем. Ориентиры. У нас здесь студия йоги, у нас здесь окна-проект, серые какие-то ворота, и вот нам сюда. Опа! На самом деле мы первым в Украине устричном баре. Маца и устрицы. Именно так называется это место. Ребят, значит так. А мастер-класс «Как есть устрицы», я знаю, что многие знают, но вот я, например, не до конца. Водичку сначала нужно слить, потом немножечко спрыснуть устрицу лимоном, буквально несколько капелек. Потом вы берете устрицу, специально устричную вот такой вот вилочкой. А это божественно. Знаете, в чем особенность этого бара? Здесь самый большой ассортимент устриц. 22 позиции. Вот это, например, французские устрицы. Смотрите, ребят, вот здесь вот пенится обычная устрица. Собственно, это и есть тот бассейн, где они ожидают. Они здесь не разводятся. А есть еще премиум сегмент. И вот здесь вот, посмотрите, томятся устрицы класса люкс. Это самая большая передержка
для устриц в Украине. Полностью морская вода. 5 градусов температура воды. Постоянно нужно поддерживать эту температуру. Поэтому ребята из бара «Маца и устрица» на 100% уверяют, что устрицы здесь лучшие. И я это проверил. Как мне кажется, такой немножечко израильской кухни, если можно так сказать. Вот, например, здесь у нас фирменный хумус с бараниной. Очень, очень вкусно. Конечно же, маца. Куда же без мацы? Вы можете заказать специальные устричные коктейли. Например, как вот этот вот красавец. Ойстер 75. Это микс просекко и джина. Внутри плавает симпатичная подружка. Подведем итоги. Расположение. Партизанское. Случайно не забредете. Даю вам еще раз адрес. Дмитриевская, 39. Интерьер. Очень приятный лофт в формате бара. Сервис. Достойный, на высоком уровне. Ребята точно знают свое дело. Ожидание блюд. Мы ждали около 20 минут. Подача классическая, устрицы на льду с лимоном. Также предусмотрена безлимитная маца, как комплимент, с винным уксусом и луком шалот. Цены вкусные и очень демократичные. Специальные предложения. Каждые выходные с 14 до 18:00 безлимитная итальянская просека. Всего за 299 гривен с человека. Также существуют акции и постоянные сезонные скидки. Например, сейчас минимальная стоимость устрицы от 19 гривен. Наши рекомендации, ну конечно же, это устрицы. Якщо ви хочете придбати найкращі українські сувеніри для своїх близьких, рідних або просто зробити найкращий подарунок своїм іноземним друзям, кращого місця не знайдеш. Це Народний дім Україна. Найкращі українські сувеніри за найкращими цінами і дуже великий вибір. Друзі, в цьому магазині один з найбільших виборів вишиванки національного традиційного українського вбрання, як для чоловіків, так і для жінок. Навіть є для самих маленьких. Я вам дуже рекомендую, якщо ви хочете справжню, гарну, файну вишиванку, от, наприклад, як оця. Тут справді є чим помилуватись і є що придбати. Можливо для себе, а можливо для ваших друзів. Юность неформальная, креативная и ультрасовременная, креветочная. Нам сюда! Друзья, мы в юности. На самом деле это очень вкусно и очень красиво. Это мое одно из самых любимых блюд. Знаете, я очень часто бывал раньше в Израиле и всегда любил шакшуку. Мне казалось, что лучше яичницы не придумаешь. Это такой, понимаете, похожий чем-то на нашу яичницу с помидорами, но сделано совершенно по-другому. Она с кусочками рыбы. Овощи, томатный соус и яйцо. Это незабываемо вкусно. Пока вы ждете, вам приносят очень прикольные маленькие черноморские или, мне кажется, азовские креветки. Я когда-то вот такие вот со своим отцом ловил марлей. Это было очень смешно, на самом деле очень вкусные. То есть ожидание своих блюд вы можете провести за интересным поеданием маленьких, но очень сладких креветок. Хоть в моей юности я не мог себе позволить креветок, здесь уровень цен и качества находится в приятном балансе. Попробуем аргентинскую креветку. И гриль. Нереально сладкая, очень вкусная. Пожалуй, съем еще одну. Итак, юность. Наша резолюция. Размещение. Центральная часть города, улица Михайловская, в пешей доступности от любой станции метро. Интерьер. Интересная эклектика с потертыми стенами и шикарной люстрой под хрусталь. Смешные картины с не всегда изящными надписями, которые придают живости этому заведению. Сервис. Все просто и понятно. Приветливые официанты. Ожидание блюд. В среднем до 20 минут. Подача. Я бы назвал ее максимально похожую на то, как мы любим
кушать это дома с нотками одесского колорита. Цена. Средний чек до 10 евро. Специальные предложения. При заказе блюда тарелочка с черноморскими креветками. Ну что, друзья, мы находимся в Селедочной. Селедочная – это новое заведение на Подоле, недалеко от Житнего рынка. Давайте посмотрим, сколько что стоит. Ставридка 36 гривен 100 грамм, Саида 42 гривны, Меркель 36. А еще здесь самый большой выбор форшмаков. Черноморкой, форшмак по-одесски. Ну что, наш гастрономический стол готов. И первая позиция в нашем суперменю – это уха из черноморской селедки. Я не знаю, если даже кто-то любит куриный бульон, поверьте, у него появился реально тяжеловесный конкурент. А это у нас черноморский форшмак, сделанный по супер крутому рецепту. И самое главное, это опять же подача. Он идет на картофельной подушечке. Очень вкусно. А это у нас пирог из тюрки. Характерность этого пирога в том, что здесь вообще нет теста. Внутри моцарелла идет вот такой вот еще шафрановый соус. Ну и, конечно же, какой настоящий домашний такой стол, без солений, картошечки, помидорчиков и маленьких корнишончиков. И это у нас макрель. Ну, в простонародье та же скумбрия, но сделанная просто невероятно. Этот бутерброд с сайди. Это малышка приплыла к нам из Атлантики. Кстати, каждый бутерброд вы можете разрезать. Ну и, конечно же, какая селедочная без шубы? Это шуба по-царски. В чем ее особенность? Вот здесь вот идет копченый лосось, снизу сыр Филадельфия. Друзья, для тех, кто сейчас смотрит нас, для тех, кто подписался на наш канал, и для тех, кто оставляет свои комментарии, мы разыгрываем селедочный. Очень крутой приз на Новый год. Это будет 1 килограмм шубы, традиционной шубы на ваш новогодний стол. Пишите в комментариях, что любите вы из блюд средиземноморской кухни, что любите вы из рыбных блюд. И обязательно оставляйте в комментариях свои пожелания на следующий выпуск. Селедочная. Расположение в тихом уютном месте на Подоле, недалеко от Житнего рынка. Интерьер простой, с морской тематикой. Очень удобно для посещения целой компании. Сервис. Официанты, круглосуточная работа, возможность забрать еду с собой. Take-away здесь присутствует. Ожидание блюд. Мы ждали в среднем от 3 до 7 минут. Подача. Все идет с витрины, все свежее. Цена. Демократические цены, всего 9 гривен. Средняя цена за блюдо где-то около 65-78 гривен. Специальное предложение. Конечно же, уха с селедкой. Она невероятно вкусная. Наши рекомендации. Независимо от времени суток, здесь всегда вам рады. Друзья, сегодня мы вам показали одни из лучших сифуд-заведений Киева. Все ссылки на все адреса под этим видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Пишите в своих комментариях, что бы вы хотели увидеть в следующих выпусках. До встречи на следующей неделе.